Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. У нас с вами наступает 2023 год, Новый год. И в преддверии этого временного периода давайте сделаем с вами прогноз для каждого из знаков зодиака. Сейчас мы с вами посмотрим, что ожидает знак зодиака Рак в грядущем 2023 году. Выбирать позиции не нужно, расклад будет общий для всех представителей этого знака, поэтому давайте сейчас посмотрим, рассмотрим основные сферы жизни раков. Итак, давайте первое, на что мы обратим внимание, это атмосфера следующего года, общая атмосфера следующего года для раков. Смотрите, ну здесь такое ощущение, что достаточно длительное время вы пребывали в неопределенном состоянии. Карта Луны – это символ такой вот неопределенности, когда вроде бы все хорошо, но нет четких целей, нет четких позиций, нет каких-то стремлений, и вам придется из этого состояния выйти, потому что если вы сами за себя не решите, за вас решат другие. И вы, собственно, выйдете из этого состояния, вам придется отстаивать свои границы, интересы, правила и так далее. Много будет общения с семьей. Вот карта дома – это все, что связано с семейным очагом. Родители, дети, родственники. У кого-то назревает создание семьи, да, у каждого по-своему. Сейчас посмотрим также еще личную жизнь. Но в целом здесь все хорошо и стабильно. Единственный момент, единственный нюанс. Для того, чтобы стабильность в вашей жизни приобрела такие более четкие рамки, более успешные, нужно будет сосредоточиться на своих интересах, не поддаваться чьему-то веянию, не плыть по течению, а вот именно четко настаивать на том, что нужно и интересно именно вам. Итак, что будет у раков в работе? Сфера работы что сулит? А здесь все стабильно, прям вот все хорошо. Смотрите, могут быть какие-то сложности, трудности, которые поможет вам преодолеть мужская фигура. Это либо начальник-руководитель, человек, у которого есть в руках власть, либо же мужчина, который хорошо к вам относится, либо же просто хочет помочь, но он весьма положительно к вам настроен. А с чем связаны трудности? Давайте посмотрим. Конфликты какие-то. Вот знаете, либо отказаться от чего-то, либо поспорить с кем-то, либо выбрать вот что-то такое, какое-то направление, отказаться от того, что мешает. И, возможно, сделать какой-то выбор будет не просто потому, что возможны какие-то, знаете, ну не скажу, что нападки, агрессия, а предвзятое отношение со стороны коллег, со стороны окружающих. И здесь вам король жезлов в помощь. Вот он, знаете, он не позволит никому вас обидеть. Он не позволит никому как-то вот вас упрекнуть в чем-то. Он поможет вам остаться вот именно в стойкой, четкой, стабильной позиции. Ну, собственно, у вас все хорошо. Единственное, вот трудности, но вы их преодолеете благодаря, как я уже сказала, жезловому королю. Далее, что с финансами у раков в грядущем году? А по финансам все хорошо, вас все устраивает. Во-первых, могу сказать, что здесь... Так, ну 3 старших аркана. Во-первых, могу сказать, что здесь тот доход, который вы будете получать, он вас целиком и полностью устраивает. Много трат может быть на себя любимых. Это путешествия в теплые края, это радости, это сладости, это какие-то моменты, которые вас вот просто вот наполняют. По деньгам, смотрите, для тех, у кого имеются кредиты, скорее всего, кредиты вы закроете. Скорее всего, с кредитами вы распрощаетесь. Причем это все будет на таких законных основаниях. Заработали, погасили. У многих здесь прям, знаете, вот такой доход идет, такой заработок, которому сложно сопротивляться, сложно устоять, перед которым... И здесь
у вас удастся вам, знаете, вот как-то вот пройти это испытание, потому что дьявол — это такое состояние, когда нужно перед искушениями устоять, перед слабостями устоять, и у вас это получится. Максимальное внимание на заключение официальных договоров, на составление официальных бумаг, но, как правило, еще справедливость говорит о том, что здесь все деньги вам идут вот именно как заработок. Не так, что с неба падают, а вот именно вы постарались, вы заслужили. У большинства, повторюсь, отыграется то, что как выход из каких-то обязательств долговых или еще каких-то. Здесь все, вот знаете, как будто бы становится в такое нужное русло, да, стандартное русло. Далее у нас сфера любви. Сфера любви и личных отношений. Смотрите, во-первых, у многих действительно отыграется такой момент, когда придется принимать решение о создании семьи, либо о том, чтобы выводить отношения на новый уровень. Изначально девятка кубков — это что-то такое, вот знаете, легкое, это что-то такое романтичное, когда особо-то никто никому ничего не должен, и этот момент, он приводит в состояние огорчения, в состояние такой досады, да что ж такое-то, ну вот почему вот так? Поэтому нужно будет, вот знаете, как расставить точки над «и», принять решение о том, что кем мы вообще друг другу являемся. У многих это будет по вашей инициативе, у кого-то просто по стечению обстоятельств, да, то есть так складывается ситуация, что нужно уже решать, кем вы друг другу глобально приходитесь. Новых людей я здесь не вижу, новых знакомств каких-то. Все это происходит с тем человеком, который уже есть в вашей жизни. Смотрите, у многих может отыграться такое, что вот если вы в отношениях с несвободным человеком, то однозначно тот мужчина, с которым вы в несвободных отношениях, он выбирает семью, он выбирает супругу. Для тех, кто находится в постоянных отношениях со своим мужчиной, здесь вот эти легкие отношения, да, когда романтика, когда обязательства, недообязательства, они приводят к тому, что нужно расставить точки над и точки над «и» здесь действительно будут расставлены. Важно не упустить тот момент, когда этот вот ситуация это все-таки настанет, да, не упустить момент, иначе никак не скажу. Да, здесь будет какой-то шанс, который нужно будет использовать для того, чтобы вывести ваши отношения на новый уровень, ну и, соответственно, стать императрицей. Да, совершенно верно. Еще раз повторюсь, для тех, кто в отношениях с несвободным мужчиной, он останется при супруге, но какие-то выяснения отношений между вами будут. Для тех, кто в отношениях с своим постоянным партнером, здесь будет выход на новый уровень, создание семьи, либо для тех, кто уже в семье, здесь как наступление беременности и рождение детей. Двигайтесь дальше. В любом случае, с этим же человеком вы продолжаете движение вперед. Разрывов здесь не вижу. Будут выяснения отношений, будут разговоры, какие-то такие важные решающие моменты, но без расставаний. К чему стоит стремиться раком в следующем году? Живите в удовольствие, реализовывайте планы, мечты, фантазии, визуализируйте, но далеко от земли не отрывайтесь. Здесь важно, вот знаете, четко уметь принять решение и совладать со своими эмоциями, в первую очередь со своими. И если вы хотите повлиять на решение тех людей, которые вас окружают, здесь важно действовать очень мудро. Ни в коем случае не ультиматумами, не стучать кулаками по столу, не стараться выводить человека там на конфликт, не ставить ему условий, а вот именно очень мягко, очень аккуратно подводить его к принятию нужного вам решения. Чего стоит остерегаться раком в следующем году? Эмоций каких-то из прошлого.
Вот вы знаете, велика вероятность того, что напомнит о себе человек из прошлого. Причем это касается сферы любви. И вот здесь может либо, ну, треугольник. Здесь вот какие-то треугольные отношения из прошлого, они могут напомнить о себе. Поэтому все, что касается вот этих вот треугольных отношений из прошлого, да, это сфера романтики. Вот здесь будьте осторожны, внимательны. Какой совет для вас на грядущий год? Нужны перемены. Нужны перемены. Но смотрите, какие здесь будут перемены. Вот изначально вы себе запланировали что-то одно. Вот здесь все будет перестроено, все будет переиграно. И, скорее всего, решать здесь будет все-таки мужчина. И стремиться, посмотрите, король Пентаклей, стремиться здесь действительно стоит к тому, чтобы был дом, был семья, была стабильность и был мужчина. Поэтому все сводится к тому, что нужны перемены. Перемены могут сложиться не такие, какие вы подразумевали изначально. Нужно уметь как-то подстроиться. И ведущим здесь, да, вот последнее слово здесь за мужчиной. Знаете, услышала фразу недавно прекрасную. Для того, чтобы отношения были долгими и счастливыми, нужно, чтобы в каждом споре последнее слово было за мужчиной. И это слово «да, дорогая». Так вот, вот здесь практически то же самое, да. Последнее слово за мужчиной, но это слово «да, дорогая». Вы его как будто подводите к принятию вот этого вот нужного вам решения. Да, совершенно верно. Верховная жрица. Здесь женщина своей мудростью, своей проницательностью, где-то хитростью делает то, что ей нужно, но делает, судя по всему, руками мужчины. Благодарю всех за просмотр, благодарю всех за то, что были со мной в этом видео. Буду рада и благодарна обратной связи. До встречи с вами в новых видео.